Привет! Если вы смотрите этот видеоурок, значит вы действительно хотите узнать формулу здоровья своего питомца. Это похвально и вызывает мое уважение. Но прежде чем углубимся в эту лекцию, буквально пару слов, чтобы познакомиться. Меня зовут Баграт Агажанов, я ветеринарный врач с многолетним опытом, который еще стал известен на всю страну благодаря своей позиции. Я не усыпляю животных, которых можно еще спасти, даже если владельцы приносят их на эвтаназию. А сегодня я создал собственный ветеринарный сервис, где собрал светлые умы ветеринарии и поделился с ними своими авторскими схемами лечения. Они переняли мой подход бороться до последнего. Теперь эти врачи получают восторженные отзывы как от очных приемов, так и на онлайн-консультациях. Согласен, это по-настоящему круто видеть, когда то, что ты создал, действительно приносит пользу и спасает жизни. Но, наверное, вы спросите, а как вообще родился такой сервис? Честно говоря, мною всегда двигала цель – спасти как можно больше животных. Именно поэтому я собрал комьюнити ветеринарных врачей, где мы делимся друг с другом проверенными схемами лечения. Так и появился мой проект Айболит Комьюнити, сервис, где реально лечат по доступным ценам. Консультации нашего сервиса очень эффективны, и порой достаточно одной или двух консультаций, чтобы животное выздоровело, а владелец почувствовал облегчение. Но, к сожалению, к нам часто попадают животные, которых залечили или лечили вообще неправильно. Как итог, упущено драгоценное время и порой летальный исход. И чтобы вы не тратили драгоценное время, нервы, деньги, я решил создать универсальный видеоурок. Ах да, чуть не забыл, с этого момента я буду обращаться к тебе на «ты». Долой эту излишнюю формальность, мы здесь не для протокола, а чтобы разбираться и реально помогать животным. Подготовьте ручку, листочек, погнали! Тема лекции «Кашель у собак». Если ты уже смотрел тему по кашлю у кошек, то скорее всего заметишь некоторые сходства. И это нормально. Но не спеши думать, что все одно и то же. У кошек и у собак разные анатомические особенности, разная физиология и, соответственно, причины, методы лечения кашля тоже могут отличаться. Этот урок я создал для того, чтобы ты точно знал, что не так с твоим питомцем и как действовать при кашле, а не терялся в догадках вместе с ветеринаром. Потому что сейчас, особенно в регионах, да и в Москве часто, каждый лечит по-своему, без четкой формулы, а страдают в итоге животные. Хватит путаться. Сегодня мы разберем основные причины кашля у собак. На некоторых я сделаю особый акцент. Как правильно диагностировать заболевание, как лечить эффективно и безопасно. И, конечно же, поделюсь реальными клиническими случаями, чтобы ты точно понимал, к чему могут привести ошибки и как их избежать. Итак, причины кашля у собак. Любое лечение начинается с причины кашля. Вот самые частые. Инфекционные заболевания, например, вольерный кашель, возбудитель бордетелиоз. Без лечения это прямой путь к пневмонии. Аллергические реакции встречаются, но достаточно редко. Далее коллапсы трахеи, часто, особенно у мелких пород. Позже расскажу на этом более глубоко. Сердечно-сосудистые заболевания. Да, сердечно-сосудистая недостаточность у собак может проявляться в виде кашля. Инородные тела. Собака может подавиться чем угодно, от косточки до игрушки или травинки. Синдром обратного чихания или реверсивное чихание. Его еще часто путают с приступами удушья. Опухоли, онкология дыхательной системы часто вызывает кашель. Паразиты. Да, у собак это встречается чаще, чем принято думать. Брахицефальный синдром, особенно у мопсов, бульдогов, шицу и других плоскомордных пород. Уже видно, насколько список отличается от кошачьего кашля, правда? Мир меняется и болеют все чаще. У животных стало больше проблем с дыхательной системой, и это не случайно. Селекция, инцесты, погоня за внешностью, и все это разрушает генофонд. Появляются врожденные наследственные патологии. И, увы, не все ветеринары умеют их правильно диагностировать и лечить. Подробнее о коллапсе трахеи. Коллапс трахеи – это генетическое заболевание. Чаще встречается у мелких пород собак. Проявляется сухим кашлем, или он еще называется гусиный гогот. Также могут наблюдаться приступы удушья. Существует 4 степени коллапса трахеи. На поздних стадиях животное задыхается и может даже погибнуть. Некоторые ветеринары назначают стентирование уже на 2 степени и говорят: подождите, пока все станет совсем плохо, и потом мы поставим вам стент. Но давайте разберемся. Стент
это крайняя мера. После установки собака обязательно будет пить гормоны, потому что нужно будет подавить иммунитет, потому что организм будет реагировать на стенд как на инородный предмет. Обязательно будете пить антибиотики, потому что на фоне приема гормонов иммунитет падает и, соответственно, начинает развиваться всякая инфекция. И вследствие чего вы становитесь пожизненным клиентом этой ветеринарной клиники. К тому же стенд стартует от 80 тысяч и выше. Там дальше наркоз, стационар, и все это оплачивается, естественно, отдельно. Но главное это не в деньгах, главное в качестве жизни собаки. Поэтому раннее лечение коллапса может полностью избавить вас от симптомов и избежать операции. Секрет прост: ингаляции. Это безопасно, эффективно и можно использовать пожизненно, без побочек. Об этом поговорим позже. Далее, следующая причина — это брахицефальный синдром. Еще одна причина, на которой я заострю внимание. Брахицефалы, мопсы, французы, шицу и другие, в общем, плоскомордные. У этих животных, да, короткая морда, и у них развивается целый каскад проблем. Все начинается с маленьких ноздрюлек, сужение ноздрей, дальше, соответственно, утолщение мягкого неба, далее сужение трахеи, потом хроническая гипоксия и развитие сердечной недостаточности. И приходит на прием вот это вот тяжело дышащее, хрюкающее, с синюшным языком, вот это вот красота. И ты понимаешь, что по сути на ранней стадии, когда вот ты заметил маленькие ноздрюльки, ты уже мог сделать ринопластику. Операция длится там, минут 30-40, и все, вы уже забываете про массу проблем с дыхательной системой у брахицефалов. Об этом очень мало кто говорит. А вот я сказал, спасибо. Едем дальше. Синдром обратного чихания. Звучит как кашель и выглядит действительно ужасающе и как приступ. Но на самом деле это резкое вдыхание воздуха, часто из-за раздражения мягкого неба. Что же делать? Первое — это используем специальную технику остановки приступа. Заткнули ноздрю, вытянули шею, погладили шею. Все, животное уже перестало. Если это не помогает техника, то тогда уже делаем ингаляции. Сам по себе обратный чих не опасен, только если исключены другие заболевания дыхательной системы. Переходим далее. Диагностика кашля. Лечение кашля начинается с правильной диагностики. Неважно, онлайн это или офлайн. Главное, чтобы был толковый врач. В Айболит комьюнити мы онлайн лечим эффективнее, чем многие офлайн в клинике. Почему? Да потому что у нас есть знания, у нас есть протоколы, у нас есть формула диагностики и лечения, и мы реально любим свое дело. Итак, диагностический минимум. Анамнез. Очень важно. Видео симптомов, когда начались симптомы, как часто наблюдаются симптомы. После сбора анамнеза производится рентген-исследование грудной полости, также в 3 проекциях. Ищем пневмонию, новообразование, коллапсы трахеи и так далее. После этого сдается общий и биохимический анализ крови. Оцениваем состояние внутренних органов и иммунитета. Далее обязательно сдается ПЦР на респираторные инфекции. Микоплазмоз, бордетелиоз и так далее. Собакам обязательно делается УЗИ сердца. В 5% случаев делается бронхоскопия, компьютерная томография, бронхоальвеолярный лаваш и так далее. Принципы лечения. При коллапсе трахеи очень важно делать ингаляции. Лучше всего, если это будут местные глюкокортикостероиды, потому что они безопаснее, точно так же, как и у кошек. Далее используем противокашлевые, потому что нам очень важно купировать кашель, чтобы как можно реже трахея раздражалась. Обязательно используем бронходилататоры. Тот же Беродуал в ингаляциях круто зарекомендовал себе. Обязательно контролируем состояние зубов и зубного камня, потому что бактерии из ротовой полости на зубах попадают в трахею, приводят к сужению трахеи и так далее. Разобрались. Движемся дальше. Как работать при инфекционном трахеобронхите или вольерном кашле? Лечение практически такое же, как и при коллапсе, только плюс антибиотики и противовирусные. При аллергических реакциях важно убирать раздражители, использовать ингаляторы и противокашлевые. Если у пациента наблюдается сердечный кашель, то все вышеперечисленное плюс кардиопротекторы и мочегонные.
потому что там формируется застой, соответственно, застой нам нельзя усугублять, чем больше застой, тем выше признаки отека легких и так далее. При паразитарных патологиях очень важно использовать противогельминтные препараты, плюс та самая базовая терапия, противокашлевые препараты, если требуется антибиотикотерапия и так далее. Опухоли здесь, честно, паллиативная помощь, только чтобы обеспечить и уменьшить кашель. Что касается по поводу использования антибиотиков у собак при кашле, здесь все строго на усмотрение ветеринарного врача, потому что если кровь острая, то ежу, понятно, нужны антибиотики. Если есть инфекция, то, соответственно, без антибиотиков никуда. Поэтому антибиотики мы используем только по состоянию. Хочу рассказать про клинический случай с вениамином. Он попал с острым изнуряющим кашлем. Его не могли купировать врачи очень давно, но нам удалось подарить ему ремиссию, то есть он забыл вообще про симптомы. Более 3 месяцев он жил спокойно, но, к сожалению, вениамин обратился очень поздно. На фоне хронической гипоксии у него развилась эпилепсия, и в один момент он просто умер, к сожалению. Еще один клинический случай, который хотелось бы разобрать. Бим кашлял 1 раз в 2 месяца. Казалось, он просто подавился. Потом это становилось все чаще. Потом вообще начал кашлять каждый день. В одной клинике его лечили от рвоты, в другой от пневмонии, и все безрезультатно. Потом ему поставили диагноз коллабированная трахея и сказали устанавливать срочно стенд стоимостью 100 тысяч рублей. Но тут хозяева увидели мой рилс про коллапс трахеи и попали в наш сервис. Спустя 30 минут после начала лечения Бим перестал задыхаться. Живет он до сих пор без стента, счастливый. Как говорится, спасибо моим рилсам. Я знаю, ты не хочешь оказаться на месте хозяина вениамина, поэтому предлагаю тебе уроки лечения кашля у собак. Это 5 подробных видео, проверенные схемы лечения, конкретные препараты и дозировки, и реальные клинические рекомендации. Цена всего 2399 рублей. Цена этих видеоуроков никогда не сравнится с жизнью и здоровьем твоего питомца. И уж точно не сравнится с добром, которое ты сегодня сделал. Вот отзывы тех, кто уже посмотрел лекции и сделал шаг навстречу осознанному уходу. И еще кое-что важное. Часть выручки с продажи уроков мы направляем на зооблаготворительность. За 5 месяцев работы сервиса мы уже передали более 200 килограмм корма в приюты для кошек и для собак. И это только начало. Когда ты покупаешь урок, ты не только учишься сама, но и помогаешь тем, кто сам не может просить о помощи. Береги тех, кто не может пожаловаться, но всегда нуждается в тебе. Спасибо за внимание. До встречи в следующих материалах.